Почему Чингук плакал перед Тэхёном? Было ли это действительно прощанием? Неужели BTS больше никогда не выступит в том полном составе, который стал их лицом? Это заявление было не просто шокирующим заголовком, оно потрясло все мировое фан-сообщество BTS, известное как ARMY, когда видеозапись эмоционального момента между Чон Чингуком и Ким Тэхёном стала вирусной всего через несколько часов после закрытой сессии в штаб-квартире HYBE. В видео, которое длилось меньше 2 минут, Чингук, его голос дрожал, а глаза наполнялись слезами, говорил что-то бессвязное, но выражение его лица передавало один универсальный смысл – прощание. Тэхён, стоявший перед ним, молчал, ни одно слово не сорвалось с его губ. Тишина была не пустой, а скорее многозначительной, тишина более оглушительная, чем любой плач. На момент публикации этой статьи не было официального заявления от HYBE относительно этого момента, однако внутренний источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что этот момент произошел во время внутреннего совещания, где обсуждалось будущее каждого участника BTS, поскольку их новые индивидуальные контракты вступили в решающий период. Драматичности ситуации добавляет время выхода видео. Всего через день после того, как HYBE удалили ряд рекламных материалов BTS со своих официальных каналов без каких-либо объяснений. Это необычный шаг, который многие сочли слишком радикальным. Чон Чингук известен как один из самых близких к своим поклонникам участников группы. Он никогда не упускает возможности поприветствовать ARMY в прямых трансляциях, публикациях или на фан-встречах. Его слезы на видео явно не были маркетинговым ходом или игрой, но выражение его лица было слишком искренним, чтобы это отрицать. Слезы были не просто мимолетной эмоцией, они отражали давнее внутреннее смятение. Этот момент породил слухи о том, что Чингук все больше отдаляется от К-поп-индустрии. Действительно ли он подумывает уйти из индустрии развлечений и заняться более личной жизнью? В последние месяцы Чингук стал реже появляться на промоушенах группы. Многие фанаты отметили его отсутствие на нескольких стратегических совещаниях, которые обычно проходят в полном составе. Более того, на 12-ю годовщину дебюта BTS Чингук появился лишь в коротком видео, выпущенном отдельно от остальных участников. В видео он выглядит похудевшим, его голос тише, а его слова звучат как завуалированное прощание. «Спасибо, что были с нами все это время. Если однажды я больше не смогу быть здесь таким, какой я есть, помните, что я всегда любил вас», — сказал он. Изначально прощание воспринималось как простое проявление привязанности к фанатам, но теперь, с появлением нового видео с Тэхёном, оно снова подверглось критике со стороны тысяч аналитиков, фанатов и журналистов развлекательной индустрии. Все сходятся во мнении, что что-то скрывается, что-то большее, чем просто смена карьерного пути. Ситуацию еще больше усложняет поведение Тэхёна. Известный своей экспрессивностью и спонтанностью, он продемонстрировал необычную реакцию – молчание. Присутствовавшие в зале источники сообщили, что Тэхён выглядел со слезами на глазах, но отказался произнести ни слова. После того, как Чингук закончил свою речь, Тэхён лишь медленно кивнул, затем повернулся и вышел из комнаты. Тишина стала символом границы между профессионализмом и личными эмоциональными связями, слишком глубокими, чтобы их можно было выразить словами. Вопрос в том, является ли это признаком того, что личные отношения между участниками группы также начинают напрягаться? Или они пытаются защитить друг друга молчанием? Аналитики южнокорейской индустрии развлечений начали связывать это с годовым отчетом HYBE, который показал снижение музыкальных показателей группы по сравнению с прошлым годом. BTS, всегда возглавлявшие доход компании, больше не демонстрирует прежнюю структурированную и последовательную модель деятельности. Хотя некоторые участники, такие как RM и J-Hope, активно работают над индивидуальными проектами, общественность начинает сомневаться в будущем BTS. Контракт BTS с HYBE был фактически продлен в 2023 году еще на 7 лет, однако продление было коллективным, а не индивидуальным. Это означает, что каждый участник группы по-прежнему имеет право самостоятельно определять свой карьерный путь, включая возможность взять перерыв, уйти или сменить агентство.
В эксклюзивном интервью японскому журналу ранее в этом году Чингук рассказал, что пережил тяжелые времена, когда сомневался в своем жизненном пути. «Я люблю музыку, но я также люблю себя. Иногда эти два понятия несовместимы», — сказал он. Тогда это заявление не привлекло особого внимания, но теперь оно всплывает на поверхность, как часть более крупной головоломки. Тем временем ARMY, фан-сообщество, которое всегда было движущей силой BTS, проявило бурную эмоциональную реакцию. Некоторые фанаты даже написали открытое письмо HYBE, требуя прояснения ситуации. Они чувствовали себя не только разочарованными, но и преданными, не чувствуя эмоциональной вовлеченности в важные решения, касающиеся айдолов, которых они поддерживают. Однако за всем этим хаосом возникает еще один важный вопрос. Является ли все это частью нарративной стратегии в преддверии грандиозного камбэка BTS, запланированного на следующий год? Является ли это эмоциональным экспериментом индустрии K-pop, которая все больше исследует психологическую связь между артистами и фанатами? Некоторые наблюдатели указывают на такую возможность. Корейская индустрия развлечений все больше переходит от простого создания музыки к передаче эмоциональных переживаний. «Они создают драмы, а не просто песни», сказал профессор Ли Хинджу с кафедры изучения корейской поп-культуры Сеульского университета. Он добавил, что чем сильнее эмоциональная связь между артистом и поклонником, тем сильнее формируется преданность. Однако риск такого подхода заключается в неопределенности между реальностью и сконструированным повествованием. Если это так, то вопрос уже не в том, действительно ли Чингук покидает BTS, скорее, в том, можем ли мы все еще отличить реальность от вымысла. Какова бы ни была правда, одно несомненно, это необычный клип, это момент, затрагивающий самые глубокие стороны отношений между артистом и поклонником. Момент, который никогда не забудется в истории K-pop. И среди всего этого остается один важный вопрос: действительно ли Чингук прощается? Или это только начало чего-то большего, чем простое прощание? Если проследить карьеру Чингука от дебюта до наших дней, то он не просто самый юный участник BTS, он символ роста, самоотверженности и эволюции. Молодой человек, покинувший родной город в 15 лет ради мечты, спустя более 10 лет стал лицом корейской культурной волны, которая стремительно захлестывает мир. Однако достижение мечты часто дает высокую цену. В последние месяцы различные наблюдатели выражают обеспокоенность психологическим давлением, с которым сталкиваются айдолы, включая Чингука. Многие утверждают, что образ жизни кей-поп-айдола стал бесчеловечным, особенно для таких известных артистов, как BTS, который находится в центре внимания всего мира 24/7. Профессор Ким Юян из университета Йонси заявил в интервью: в психологии публичных личностей давление, связанное с необходимостью быть идеальными, создает экзистенциальный вакуум, они теряют свою индивидуальность, поскольку им приходится постоянно находиться на виду у публики. Это очень опасная форма изоляции. Это утверждение особенно актуально, учитывая, как Чингук начал исчезать из поля зрения публики. Это уже не так распространено, как раньше, спонтанное общение через платформу Weverse или ночные прямые трансляции. Он также начал избегать ответов на запросы СМИ, предоставляя лишь тщательно проработанные письменные комментарии. Тэхён, известный своей тесной эмоциональной связью с Чингуком, также, похоже, изменил свое отношение к нему, он стал более сдержанным перед камерой и больше направлял свое творческое самовыражение в современные арт-проекты, моду и независимую музыку. Пока публика жаждала коллабораций и сценических выступлений, эти двое постепенно замкнулись в своих пространствах. И когда момент расставания был запечатлен, в индустрии начал возникать важный вопрос: не являемся ли мы свидетелями конца эпохи? Этот эмоциональный момент, казалось, подтвердил, что происходят серьезные перемены. Более того, некоторые аналитики утверждали, что этот момент может ознаменовать официальный переход к распуску BTS как группы и начало новой главы в качестве отдельных сущностей.